Шалом, дорогие друзья! Я хочу поделиться пророческими снами, очень интересными снами, которые мне снились уже 2 раза. Наверное, кто-то, кто сейчас услышит об этих откровениях, подумает, что это за гранью возможного из мира фантастики. Но я хочу сказать, я не любитель фантастических фильмов, всякой таких вот видов представлений. И тем не менее мне снилось несколько снов в одну и ту же тематику, а именно мне приснилось 2 сна про последнее время и про то, что в последнее время в общество будут внедряться люди-киборги, то есть это машины, которые будут выглядеть стопроцентно как люди, но при этом у нее будет определенная миссия, определенное задание, так сказать. Так вот, самый первый сон мне приснился в последнем времени. Еще в 2014 году стали сниться такие сны. Я вижу во сне, что идет последнее время, и очень много поднялось групп, формирований, против этой системы антихриста, против чипирования. И я помню, что в эти повстанческие группы внедрялись киборги. Они выглядели видом на лицо, как приближенные тех лидеров повстанческих формирований, и никто их не мог отличить от людей, потому что они полностью и разговаривали, и мыслили как люди, по заданной программе. И я помню очень такой важный момент, что киборгов могли отличить от людей только люди с повышенной экстрасенсорикой. В эту группу входили разные экстрасенсы, ясновидящие, люди, которые могут видеть, проницать, так сказать, ауру, энергетику человека, потому что как раз таки у киборгов не было живой души, у них не было энергетического поля человеческого. Соответственно, отсюда шел вывод, что это киборг, это внедренное, так сказать, существо для уничтожения этих повстанческих групп формирований. Так вот, целью этих киборгов было попасть в эти повстанческие группы, и когда они попадали туда, и именно попадали не просто в повстанческую группу, их цель была задание уничтожать лидеров этих повстанческих формирований. И также можно сказать, что под угрозу встали все экстрасенсы, все ясновидящие, потому что эта категория лиц в последнее время она станет, можно сказать, такой категорией, которая будет выявлять этих киборгов. Соответственно, они тоже были под угрозой их жизни, они тоже были в списке для уничтожения. Вот. И очень видела интересную картину, что киборг, попадая в ближайшее окружение лидера повстанческой группы, далее он как бы самоуничтожался и тем самым взрывался, и, получается, взрывал вместе с собой вот этих вот лидеров, именно лидеров этих повстанческих групп. После этого сна, буквально недавно, в 2016 году, мне снится очередной сон, и опять про киборгов. И мне снится такая очень интересная картина, что в наше общество уже в наше время государством, разными странами, разными государствами внедряются в общество киборги. И их целью было выявление людей с активной жизненной позицией, и не просто выявление, а истребление даже таких людей, потому что те картины, которые я увидела во сне, конечно же, они меня во многом шокировали. Такое ощущение было, как будто я была в каком-то фильме, блокбастере, хотя, еще раз повторюсь, я вообще не любитель каких-то фильмов, я практически вообще их не смотрю. И именно киборг, он выявлял, вот в данном сне конкретно я видела такую картину, что данная, можно так сказать,
создание, творение рук человеческих, оно выявляло людей с активной жизненной позицией, социально активных людей. И конкретно был такой момент показан, что Киборг выявил группу молодежи, которая активно занималась спортом, они вели активную жизненную позицию и противостояли в каких-то тех или иных сферах системе, можно сказать, антихриста. Они вели активную пропаганду здорового образа жизни, тоже в какой-то степени разоблачали какие-то направления в сфере здравоохранения. И я помню, что во сне данный киборг, он, получается, позвал к себе девушку из их ближайшего окружения, и он просто-напросто загипнотизировал ее, и практически он загипнотизировал, зазомбировал ее на то, чтобы она пошла в свое ближайшее окружение и всех их убила, всю эту активную молодежь. Она попадает в спортзал к своим друзьям и просто-напросто всех их убивает. Вот, и в свете того, что стали происходить такие картины, для нас, для народа Божьего, это было как знамение, да, еще одно, что во сне мы стали в связи с этим выходить из городов. То есть для нас это был знак, что пора народу Божьему покинуть пределы городов. И я помню то, что мы стучались друг другу в двери, это была ночь, мы стучались друг другу в двери, мы не звонили на сотовые телефоны, потому что в тот период уже начинался тотальный контроль. Вот, мы стучались друг другу в двери и просто говорили: пора, уходим, вот, нам пора уходить. Вот, и мы собирались и выходили из домов, не брали с собой даже там много каких-то сумок, драгоценностей, вещей, документов, я не знаю. Мы выходили только сами, взяв с собой самое необходимое, даже еду с собой не брали. Вот, и выходя из городов, я помню, что народ Божий выходил, и я помню, это было темное время суток, вечернее. И я помню, что на окрестности, когда мы выходили из городов, играли разные дети. Я с некой печалью посмотрела на этих детей, и я подумала, что эти дети, мне стало их жаль, потому что эти дети, вообще все эти люди, которые оставались в городах, они, по сути, остались в руках у зверя, у антихриста, и это люди, которые уже обречены на полное растление и истребление. Во время, конечно же, этого момента было чуть-чуть не по себе, печально и чуть-чуть больно наблюдать всю эту картину, что люди оставались в этом во всем. И когда, получается, у меня была такая печалька, ко мне во сне было такое слово, что это их выбор, они сделали такой выбор, что не нужно сожалеть и жалеть кого-то, нужно выходить из городов. И мы выходили в радости, в шаломе, в полном спокойствии. Все наши семьи, было очень радостно видеть в ближайшем окружении наши семьи, близкие. Видела очень много друзей, и это тоже, конечно же, очень радует, что наши семьи, они будут с Господом. Это такое верное обетование для всех истинных Божьих людей. Вот. И таким образом, это кажется нечто фантастическим, наверное, сегодня, но порой проходит время, и то, что казалось когда-то фантастикой, оно становится реальностью. И я хочу еще поделиться тем, как же пророк Божий прокомментировал данные сны мои, когда я спрашивала у пророка Божьего из Израиля Иосифа Шмуэля: как вы думаете, возможно ли такое, что будут внедряться некие такие киборги, да? Роботы, люди, или роботы, машины с определенными заданиями. Вот. На что пророк Иосиф ответил следующее, что ему открыто из книги Даниила откровение о Вавилоне, об этой статуе большой-большой, и то, что у этой статуи были ноги, получается, из железа,
и земли. И по сути это как бы было знамением последнего времени, что в последнее время именно Вавилон, он установит такое правление, союза человека с машиной, и поэтому с железом, да, то есть это полулюди, полужелезо, вот, и поэтому, конечно же, в связи с этим откровением о Вавилоне, о том влиянии, которое он будет оказывать в последние дни, эти сны, они не кажутся на сегодняшний день мне нечто таким запредельно невозможным, и в принципе слава Господу и слава пророкам Его, которые предупреждают, и очень большое спасибо Папе нашему Небесному, что Он дает такие пророческие сны, предупреждает свой народ и выводит их, чтобы мы были ко всему готовы.